Мы в эфире, написали нам. Ну что, раз написали, значит, поверим на слово YouTube и Facebook. Итак, всем с добрым утром. Сегодня 21 марта, пятница, 11 утра. Ну и традиционно, раз это пятница и 11 утра, то раз в 2 недели мы встречаемся с Михаилом Чернышевым и говорим про экономику. Ну и на сопутствующие экономике темы, если уж дойдет и время. Но тех, кто нас смотрит, ну-ка, покажите, смотрит нас кто-то или нет. То пока что не видно, что нас кто-то смотрел. Ну ничего, посмотрите в записи. Тоже неплохо. Но, правда, в записи нельзя задавать вопросы в чате, и на них получать сразу ответ. Поэтому тут минус. Так что давайте подключайтесь к чату и задавайте свои вопросы, а Михаил будет на них отвечать. Поручим ему это важное дело. Ну а начнем мы, знаете, еще. Мы где-то месяц назад разговаривали о идее американцев по поводу редкоземельных металлов в Украине. Они тут все хотели их получить. Правда, говорят, что и сейчас тоже хотят, но уже не так активно. Теперь у нас же новая тема. Теперь говорят, что нужны атомные электростанции американцев. Вот уже там у них на всех уровнях, от президента до министра энергетики, говорят, все, хотим теперь атомные электростанции в Украине. И возникает сразу несколько таких связанных или не связанных друг с другом вопросов. Ну, первый вопрос, сейчас в Украине вся же генерация государственная. То есть все атомные электростанции принадлежат государству, и их нельзя даже приватизировать по закону. То есть все. И тут возникает первый вопрос. Ну у нас же еще и цены регулируются, потому что есть специальная даже национальная комиссия по регулированию, называется Национальная комиссия по государственному регулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг. Там целый народ сидит и определяет, по какой цене это все будет продаваться. Поэтому возникает же вопрос, хорошо ли будет, если приватизируют атомные станции, и смогут ли они вообще работать в таких условиях, если существует государственное регулирование цен. Но есть еще с другой стороны вопрос. Американцы говорят, что должна быть американская компания. Но как определить, какая компания американская, какая нет? Потому что, например, тот же Westinghouse, как бы американская компания, но владеет им 100% канадцы. То есть фактически это канадская компания, если подходить к тому, кто у них владелец и кто их руководит. Точно так же, как оборудование для атомных станций производят в разных странах мира и владеют им люди совершенно не из этой страны. Как определить, у вас есть идея, каким образом американцы будут определять, что именно американцы руководят атомной станцией, а не кто-то иной? Но есть еще и третья проблема. Сейчас я накидаю сразу вопросов и будем на них по ходу отвечать. Когда я проезжаю мимо Макдональдса на Лукьяновке, я все время вспоминаю слова о том, что лучшая защита – это инвестиции американцев в экономику. Ну вот мы проезжаем мимо Макдональдса на Лукьяновке и видим, что никто его никогда не защищает, и что не видно вокруг американских пехотинцев, которые бы стояли, или ПВО американских, которые будут защищать американские инвестиции. Но уже не говоря о том, что ExxonMobil, например, в России, их просто выгнали из проекта, конфисковали все деньги, украли оборудование, все, и там убыток от 2 до 4 миллиардов по разным подсчетам долларов. И ничего, и мы ж не видим никаких морских пехотинцев американских на Южном Сахалине. Или там, спецназ американский, который штурмует какой-нибудь российский банк с криками «отдайте наши американские деньги». Это же не происходит. И поэтому тут возникает следующий вопрос. А вообще государство в принципе может защитить частные инвестиции? Ну, на своей территории понятно, там нет. На чужой территории. Ведь государство говорит, мы защищаем вас, обеспечиваем право собственности. Но я, честно говоря, не знаю истории, где бы... Ну, такое же даже крупное государство, как США, где-нибудь высадили десант и защитили бы бедного американского предпринимателя. Так, ну сразу несколько вопросов. Ну, на самом деле, ответы, наверное, будут короткие. Первое, вы не задали, но этот вопрос подразумевается. Могут ли вообще атомные электростанции быть частными, а не государственными в Украине, например?
Да, могут, а почему нет? Все может быть государственное. Более того, у нас в институте есть такой расхожий, ну, мемом его нельзя назвать, скажем так, позиция на вопрос, в случае приватизации, какие отрасли экономики следует оставить за государством, мы отвечаем, что те, которые не жалко. Ну, то есть те отрасли или предприятия, на которые вам наплевать, потому что они все равно загнутся, вот можно оставить за государством. Если же вы считаете, что какая-то отрасль экономики важна, она влияет на вашу жизнь, может как отрицательно, так и положительно влиять, а вы, естественно, хотите, чтобы положительно влияло, значит, такие отрасли в первую очередь надо приватизировать. Поэтому атомные электростанции – это та же самая, одна из отраслей экономики, ничем не отличается. Гидроэлектростанция, теплоэлектростанция, атомная электростанция. Кто-то, ну не кто-то, а многие считают, ну это опасно там, и так далее, доверять это частному жадному предпринимателю управлять станцией. Ну так и гидроэлектростанции опасно управлять, вот Киевская, например. Тоже можно весь Киев, например, уничтожить. Теплоэлектростанции тоже можно там загрязнить огромную территорию. Ну, а с другой стороны, а кто сейчас вот управляет атомными электростанциями? Ну, по факту. То есть мы берем, например, там рабочих на электростанции. Ну, это просто люди, правильно? Какие-то менеджеры, инженеры, тоже обычные люди. Даже там директор электростанции, ну, он тоже просто человек, значит, со всеми своими недостатками и положительными моментами. Что изменится, если станция станет частной? Ну, ничего. Ну, фактически те же самые люди даже могут остаться на местах и будут управлять этой электростанцией. Другое дело, что появится человек, предприниматель, который заинтересован в том, чтобы с электростанцией точно ничего не случилось. Не потому, что это как-то снизит его политический рейтинг, а это вообще перечеркнет, значит, все наработки и сбережения его жизни. Он кровно заинтересован, чтобы с ней ничего не случилось. Но кроме того, если он нанесет кому-то ущерб, то и вся судебная система тоже на него навалится. Вот. Ну, а если государственная станция создаст экологическую катастрофу, ну, государству никто претензий не предъявит. Мы уже имели такой пример с Чернобылем, например. Поэтому в переходе в частные руки атомной электростанции все только улучшится. Люди останутся те же самые, то есть хуже не станет. Более того, могут быть наняты там более, значит, специалисты более высокой квалификации, потому что, ну что в государстве, какие зарплаты? Есть тарифная сетка, вот ты получаешь там, не знаю, там 20 тысяч гривен, 15 тысяч гривен, сколько они там получают, ну на этом все. Как вы привлечете квалифицированного специалиста за такие деньги? Если же это частная собственность электростанция и нужен какой-то более, значит, специалист высокого класса, то предприниматель, во-первых, заинтересован его нанять, а во-вторых, никто не мешает ему назначить любую зарплату, которая этого специалиста может заинтересовать. Ну, я уже не говорю, это я говорю там о безопасности, о эффективности. А если говорить о влиянии на общество, то то же самое, особенно если электростанции все будут частными, то сразу появится конкуренция. Ну, правда, тут желательно еще сделать конкурентную среду и в других, значит, генерирующих мощностей, и гидро, и тепло, и прочих, чтобы они конкурировали друг с другом, и тогда и цена их услуг, то есть цена электроэнергии тоже будет снижаться. А бесперебойность, качество бесперебойности поставки электроэнергии, наоборот, повышаться. Потому что, мы с вами уже неоднократно говорили, то есть если государство сталкивается с какой-то проблемой в той отрасли, которой оно управляет, то есть какие-то проблемы с поставкой соответствующих услуг, значит, или товаров населению, то как решить эту проблему? Полностью прекратить эту поставку. Ну вот есть, значит, проблемы с электроэнергией, поэтому у государства задача не исправить ситуацию, не возобновить поставку электроэнергии, а ее полностью отключить, ограничить, упорядочить вроде бы как отключение и так далее, то есть сохранить фактически статус-кво, и это решает проблемы. Или вот пресловутые, значит, у нас города, центры городов, пробки.
Значит, как решает государство эту проблему? Ну, что такое пробки? Людям трудно ездить, да, по городу, по центру города. Как решает государство проблему? Вообще запретить. Ну, то есть сделать максимально трудно проезд фактически. Вот решение проблемы. Предприниматель так никогда не поступит. То есть, что значит пробка на дороге? Это значит, то количество клиентов, которые нуждаются в этой услуге, предприятие, в частности, дорога это не успевает обслуживать. Что делает предприниматель? Предпринимает усилия, делает дополнительные инвестиции, значит, проводит реорганизацию своего бизнеса, чтобы успеть все-таки обслуживать всех этих самых потребителей, которые нуждаются. Я уже неоднократно, опять же, приводил пример. Вот я всегда спрашиваю студентов на первом курсе, на первых семинарах, вот почему и с какой целью висят видеокамеры, например, в отделениях новой почты. Ну, все начинают там безопасность, там исключение воровства, там еще чего-то. А нет, то есть на самом деле не для этого висят. Висят для того, чтобы увидеть, есть ли очереди в отделениях. И если они там есть, значит, немедленно предпринимать меры, чтобы их там не было. Но предпринимать меры не как государство, то есть перестать запускать в отделение, да, а увеличить количество персонала, возможно, значит, модернизацию программного обеспечения, вообще самих процедур и так далее. Или просто подстегнуть, если кто-то это связано с какой-то излишней ленностью персонала в отделении, да, просто там, значит, может быть, уволить, других нанять. То есть задача обслужить всех потребителей для того, что и результатом будет отсутствие очередей. Вот, поэтому я просто опять отклонился в сторону, но речь шла о том, что если конкуренция будет во всех отраслях, в том числе электрогенерации, и тогда, когда атомная электростанция будет находиться в частных руках, кроме безопасности, эффективности и прочего, еще и снизится фактически стоимость электроэнергии для людей и, значит, повысится качество доставки, то есть перебои будет меньше или их вообще не будет. Поэтому в ответ на первый вопрос, могут ли частные электростанции быть, вернее, атомные электростанции быть частными? Да, могут. Почему не могут? Но если уже люди, в принципе, согласны с тем, что могут быть частные армии, там, частные какие-то военизированные подразделения, которые в некоторых других странах, не в Украине, наблюдаются. И у нас тоже, кстати, спонтанно всегда возникают, когда там в экстренных ситуациях, там в 2014 году, в 2022 году, в начале боевых действий, так как государство, естественно, просто сидело и в том и в другом случае ничего не делало, возникали фактически неформальные, да, частные военные подразделения, которые с задачей своей справлялись. Ну и, в принципе, люди, значит, у нас в Украине в том числе склонны соглашаться, что да, в принципе, частные военные армии могут быть, но там разные люди с разными оговорками, но в принципе принимается такое решение. Но если уже армии могут быть частными, то почему, значит, предприятие, которое генерирует электроэнергию, не может быть частным? Поэтому, повторю, ответ на вопрос, могут ли быть частными? Могут. Следующий вопрос по поводу, значит, американского желания приватизировать, получается, да, в свою сторону атомные электростанции. И одно из условий, чтобы это была там американская компания. И, значит, какая американская компания, какая не американская. Здесь нужно сказать следующее, что любое формальное описание ситуации или требований, значит, или каких-то действий государством, оно никогда не может описать реальность. И не описывает реальность, у нее нет цели описывать реальность. Поэтому, когда мы с вами, не мы с вами, а вообще люди задаются вопросом, а какая будет в данном случае конкретно, да, в данном кейсе компания считаться американской, ответа на самом деле на него нет. Потому что на самом деле американская компания будет считаться такая компания, значит, по поводу которой решит таким образом в данном случае Трамп. Если Трамп выступает таким предложением, чтобы американские компании владели атомной электроэнергией в Украине, значит, он и будет решать, какая американская. Потому что на самом деле вы правы, то есть что значит американская?
То есть американская – это, значит, собственник, американец этой компании. Ну, как правило, сейчас собственник не один, ну, вот, значит, в терминологии Украины это какой-то акционер, не акционерное общество с ограниченной ответственностью, какая-то группа лиц владеет компанией. А что, если, например, один из них будет не американец? То есть это будет считаться американский или нет? Я же не говорю, что если просто формально подходить, то собственники все могут быть украинцы, американские компании. Более того, они россиянами могут быть, американские компании. То есть будет ли это считаться компанией американской, будет решать тот же Трамп. Ну, а фактически, так, конечно, в данном случае, если такой все-таки будет такая идея действительно рассматриваться и как-то реализовываться на практике, то никто не будет руководствоваться вот именно такой формальной логикой, что американская или нет. То есть никто не будет ни к регистрации, там, ни к собственникам, ни к долям, никто не будет рассматривать. Просто Трамп решит, ну или кто там лоббирует эту идею, будет решать, кому необходимо отдать право, значит, выкупить или там, купить, приватизировать эти компании. Что вот там такому-то американцу или такому-то канадцу или такому-то новозеландцу вот, или такому-то украинцу могут, например, Ахметову, если он там пролоббирует свои интересы, значит, разрешат зарегистрировать американскую компанию, но я думаю, они у него уже есть, и он будет собственником. То есть решат, американская компания или нет, никто не будет, будут решать, кому должна принадлежать. Ну, более того, раз уже такой вопрос возник, очевидно, эти люди уже известны, то есть кому должны принадлежать эти, значит, атомной электростанции. У меня тут другой вопрос. А почему, собственно, ну, допустим, если, например, значит, наша политическая власть на это не пойдет, не разрешит, ну, это просто свидетельствует о том, что у нас строительство социализма продолжается, то есть ни о какой приватизации речи не идет реальной. Ну, это уже само по себе плохо. А с другой стороны, если наша политическая власть украинская на это согласится, то у меня тогда вопрос, а почему, значит, американским гражданам, условно говоря, можно быть частными собственниками атомных украинских электростанций, а украинским гражданам нельзя? Ну, логичный вопрос. Поэтому, если уже и соглашаться на приватизацию атомных электростанций, а на это надо соглашаться, то нужно делать открытый тендер, значит, открытую продажу. Ну, я вообще за методом Гонстеда приватизацию, ну, понятно, на это сейчас никто не пойдет. Ну, значит, открытый тендер, и все, кто хочет, должен иметь возможность, значит, приватизировать. Вот, что касается американской, неамериканской компании. Следующее, что там у нас? Защита инвесторов. Защита инвесторов американских. Ну, тут ответ, ну, действительно, такое расхожее мнение есть, что вот пусть будет у нас тут американский бизнес, и тогда американцы, значит, всей своей военной мощью будут защищать, ну, так как сам бизнес, соответственно, территорию, на которой он находится, а это украинская территория, значит, будет защищать украинскую территорию. Ну, на самом деле, опять это связано отчасти вот со вторым вопросом или с ответом на второй вопрос. Дело не в американской компании конкретно, то есть конкретном частном собственнике, каком-то американце каких-то компаний. Опять же, речь идет, ну, если уже придавать какую-то значимость такому мнению или такой концепции, что американцы будут защищать здесь свои инвестиции, то они будут защищать только в том случае, если это будет политическое решение. То есть, ну, условно говоря, если, ну, так, чтобы было понятно, если политическая власть Америки решит, что США это должно быть, значит, де-факто, значит, очередным штатом США, ну, или точнее территорией США, и вот будет такое политическое решение, тогда, да, будут защищать. Ну, во-первых, тогда, естественно, больше здесь появится американских компаний, но Америка будет защищать их не потому, что здесь вот эти американские компании, американские граждане, владельцы этих компаний, а потому что здесь де-факто будет присутствовать уже политическая американская власть, и фактически они будут защищать, ну, так же, как и территорию любого штата сейчас от любого вмешательства. Почему? Потому что если там какой-то штат, там, не знаю, там Мексика, Канада, там Россия у них, значит, отвоюет, то это снижение там налоговой базы. Прежде всего, что государство рассматривает. Поэтому если США будут рассматривать Украину вот как такую политическую территорию свою,
то ну, о налогах, может быть, здесь речи не пойдет, но все равно будет соответствующее влияние. Ну, как минимум, там легче будет им получать и редкоземельные металлы, и приватизация атомных электростанций и так далее, потому что они будут влиять политическим образом тоже на эти все процедуры, решения и так далее. Так вот, они будут просто защищать свое политическое влияние на этой территории, а не конкретных каких-то бизнесменов американских. Потому что когда просто какой-то отдельный бизнес заходит значит, в какую-то страну, то он фактически все равно там работает на свой страх и риск. Ну, единственное, что, значит, самим американцам, если там граждане Америки работают на этом предприятии, там какое-то количество, ну, посольство им там окажет помощь, эвакуирует в случае чего, еще что-то такое, выскажет там ноту там недовольства, но защищать, конечно, никто не будет. Единственное, ну, опять же, я хотел сказать, что вот если, например, будет принято политическое решение, ну, вот как, например, с Кореей, да, с Южной Кореей, там было принято политическое решение, значит, поддержать такие-то отрасли промышленности, поддержать такое-то устройство политическое, и фактически, значит, США рассматривали это как, ну, не совсем полностью территорию американскую, но тем не менее, как политическое свое влияние сильное. И тем более, когда был противовес Северная Корея, то есть фактически, опять же, столкнулись политика США с политикой, значит, России, так же, как и в Вьетнаме тоже в свое время столкнулись. Поэтому там, если какой-то бизнес крупно заходит в инвестиции при поддержке там, Конгресса американского, да, в принципе, там они могут как-то помогать. А так как сейчас мы видим, что, в принципе, здесь в этой войне нет конфронтации между США и Россией, а конфронтация только между Украиной и Россией, поэтому ничего, конечно, они здесь защищать не будут. Если они приватизируют электростанции, опять же, смотря кто приватизирует. Если приватизация будет, ну, буквально частной, то есть какой-то предприниматель, какая-то компания, не знаю, там Apple, например, там, не знаю, Google, купит какую-то атомную электростанцию, ну, в принципе, никто особо защищать не будет. А вот если это будет, как я уже сказал, политическое решение, то есть, условно, там, на уровне Конгресса, на уровне указа президента, значит, будет такое решение. Ну, опять же, в этом случае это будет в любом случае под какой-то там политическим зонтиком, например, с целью безопасности, да, чтобы, например, в результате войны не было тут ядерных катастроф и так далее. Если такое решение будет, и вот на таком уровне будет приватизация, ну, тогда, собственно, может быть какая-то защита определенная. Если же это действительно просто бизнес, там просто деньги, просто приватизация в пользу какого-то частного бизнеса, то ничего не изменится в помощи американцев, значит, для Украины. Почему? Потому что, ну, причин много, но одна из причин, которую я могу назвать, вот как могла такая возникнуть идея. Значит, у какого-то бизнеса, предпринимателя в США, ну, естественно, там крупного и богатого, и возникла задача получить свою собственность атомной электростанции в Украине. Ну, они обратились к президенту, там, в Конгресс, там, ну, то есть в органы политической власти, соответствующе пролоббировали, заплатили какие-то деньги официально, значит, все в рамках закона о лоббировании. И им сказали, хорошо, мы, значит, протолкнем эту идею, чтобы можно было приватизировать. Но это все. То есть они же не лоббировали. Я уверен, что если потом мы приватизируем, а тут, значит, россияне нападут, чтобы вся американская армия сразу сюда вошла на территорию Украины. То есть они такого точно не лоббировали, у них таких и денег не будет, да никто сейчас на это не пойдет. Поэтому пролоббировать приватизацию теоретически не могут. Это не значит, что там, это гарантированно это так случится. Но пролоббировать защиту там, предварительно там точно никто, значит, и деньги на это тратить не будет. Ну и я думаю, и политическое такое решение сейчас все равно не может быть принято. Поэтому будут ли американцы защищать здесь инвестиции? Нет, в этом смысле не будут. Ну вот и вы сказали, там Макдональдс, есть и другие компании, ну разбомбили и разбомбили. Так, какой у нас там следующий вопрос? Ну, собственно, все. У нас было 3 вопроса на эту тему. Поэтому переходим дальше. Но опять же у нас в комментариях много вопросов по поводу Америки. Ну, так получилось, что у нас на глазах происходит подтверждение или опровержение экономических законов, которые происходят в США.
Опровергнуть нельзя экономические законы. Ну, Примерами из практики. Хорошо, да, австрийцы там придумали. Молодцы. да, но тем не менее. Вопрос. Просто нам часто говорят, что мы вот выступаем, мы же уже тоже на эту тему говорили, о том, что тарифы Трампа это плохо, ну, очевидно. Но нам говорят, что вот, например, есть такой комментарий, что введением тарифов Трамп борется против встречных тарифов, которые у той же Канады в отношении США там, до 250% доходят. Ну, то есть это такая борьба за освобождение, наоборот, не за освобождение от тарифов во всем мире, за свободную экономику. А налоги снижать, это надо сначала госрасходы снизить. Поэтому в целом он правильно делает. В первом приближении взвинчивает тарифы, сокращает госаппарат. Вынуждает переносить производство в США. Переносит его не за один день. Пока переносят, решают вопрос с уменьшением госрасходов. Примерно через несколько месяцев можно и налоги снижать, и тарифы ослаблять. Вот такое вот есть оправдание действий Трампа. Ну, это оправдание разбивается о такой закон, который говорит, что государство, ну, политический закон, да, или закон теории государства, который говорит, что государство всегда расширяется. В смысле регулирования налогов и всего вообще влияния на общественную жизнь. Поэтому рассуждение, что вот он сейчас вводит тарифы, а потом будет что-то там, значит, ну, компенсировать это повышение, чем-то там, что-то там ослабляя, оно... Ну и согласно теории так не может быть. И на практике мы такого никогда не наблюдали, мы всегда наблюдали обратный процесс. Хороший пример как раз вот, собственно, если говорить о тарифах, то в начале 20 века, когда поднимался вопрос о, значит, введении подоходного налога, то основным аргументом сторонников введения подоходного налога, значит, их аргументов, которые они предъявляли своим оппонентам, которые были против введения подоходного налога, был такой, что, смотрите, ну, в общем, государству нужны деньги, это все понятно, но, ну, получается, нам нужно тарифы поднимать. Вот. А, значит, на ту политическую часть, представители политической части, тарифы, они были ярыми противниками тарифов, потому что именно на них они, собственно, тоже влияли очень сильно экономически. Поэтому их убедили согласиться с введением подоходного налога таким образом, что давайте мы введем подоходный налог, но зато не будем повышать тарифы. Более того, мы там позже тарифы начнем снижать. Вот, значит, противники введения подоходного налога, поверив в это, согласились, подоходный налог появился, но тарифы не снизились. Более того, потом они стали повышаться. Почему? Да потому что государство не может действовать по-другому. Поэтому, когда мы говорим, что сейчас Трамп вводит налоги, значит, тарифы и повышает тарифы, а потом будет что-то снижать, этого не будет. Ведет он тарифы или нет, потому что он там то вводит, то еще не успев, значит, ввести, отменяет. Но если он их ведет, то мы видим, что они введены, и это ухудшит жизнь всех людей. Как американцев, так и той страны, против которого тарифы будут введены. Там, не помню, чей-то пост был, там такая активная была переписка в комментариях, что фактически это выглядит так, что, значит, один бандит и, значит, тиран вводит, ухудшая жизнь своих людей, там, подданных, значит, своих рабов, или как там называете, введя тарифы, вот, значит, его конкурент, значит, по престижу на политической арене, говорит, ах ты так, ну тогда я тоже своих прижму как можно сильнее, еще тоже добавлю тарифов, налогов. А первый говорит, так тогда я еще сильнее тебе в пику прижму, а то смотри ты какой. Ну и так далее. То есть все повышают, все политические руководители повышают налоги, тарифы, от этого страдают их собственное население. Ну, буквально можно сказать, что их собственное население, потому что оно им принадлежит. Они решают, сколько, можно ли им работать, где работать, сколько они могут себе оставить из заработанного и так далее. Поэтому, ну, я к тому начал, значит, этот налог, к тому, что когда Трамп вводит таможенные пошлины, ну, это можно назвать войной в том смысле, что это повышает, действительно, ухудшает жизнь той страны, против которого налоги вводятся, или точнее тарифы. Но это одновременно, причем в большей степени ухудшает жизнь своих граждан. Это раз.
Поэтому что в этом хорошего, непонятно. Да, кстати, войной назвать, но это война, то есть воюет один политик с другим политиком, а страдают там обычные люди. Они-то сами не страдают, у них все нормально, у них все хорошо. Поэтому, да, война, но война просто там чужими жизнями, чужими здоровьем и так далее. Теперь по поводу того, что ну, можно сказать, что Трамп пытается таким способом снизить, ну, чтобы отменили или снизили тарифы, значит, страна противника, да, другая страна, против которой он там хочет вести или, значит, пугает вести налоги. Ну, в общем, да, такое решение может последовать, то есть те могут отменить налоги, и это покажется там правильным решением. Но смотрите, во-первых, для того, чтобы они отменили налоги, скорее всего, ему придется ввести налоги, тарифы, они должны какое-то время будут действовать, и все это время люди будут жить хуже, американцы. Причем, смотрите, когда я говорю жить хуже, я это обобщаю, и это выглядит, ну, не очень как бы страшно. Ну, похуже поживут, что значит похуже? В принципе, ну, кефира же столько же буду пить, да, вот, ну, бензина, может быть, да, там буду чуть дороже покупать, ну, такое дело. А на самом деле все страшнее, потому что когда мы берем, значит, сотни миллионов людей, и мы говорим, что уровень жизни снизился, это значит, больше людей будет умирать. Больше людей будет болеть, меньше людей смогут вылечиться, и буквально, в том числе от депрессии, кто-то будет, значит, заканчивать свою жизнь самоубийством, то есть смертность в стране повысится. Вот повысьте там какой-то тариф на 1%, и больше людей будет умирать. Поэтому это не настолько безвинно. Да, значит, в общей массе или процентном отношении это вроде бы немного, вот, но немного, пока это не вы, не члены вашей семьи, там, не ваши родственники и так далее. И потом, ну, а что значит немного? То есть если даже из-за того, что, значит, Трамп ведет тарифы, умрет там 10 человек, значит, в масштабах США это 0, ну так а почему должны эти 10 человек умирать? Ну, а если посмотреть на более такой перспективе исторической, то что получается? Да, ну вот еще там, значит, могут предприятия вернуться в США и так далее. Ну, что получается? Смотрите, предприятия работали на территории США какое-то в свое время. Но государство регулированием и налогом создало такие условия, что им стало работать невыгодно, то есть выгоднее стало работать там в Китае или еще где-то. Значит, что, ну, во-первых, они теряли огромное количество ресурсов, пока тут под этим увеличивающимся бременем налогообложения и регулирования находились. То есть они меньше накапливали капитала, медленнее увеличили производительность труда, значит, они меньшими темпами повышали уровень жизни американцев. И, наконец, они поняли, что нет, они хотят все-таки быстрее значит, ускорять рост уровня жизни американцев, но для этого им нужно переехать в Китай, например. Они тратят дополнительные ресурсы, средства, время и так далее, переезжают в Китай, а опять эти ресурсы потрачены, то есть на то, что, в принципе, можно было бы не делать. То есть если бы, значит, бизнес-климат США не ухудшался, они бы продолжали там работать. А так этот переезд, перелокация потребовала фактически проесть, уничтожить огромное количество ресурсов. Опять это отрицательно повлияло на тех же американцев. Теперь они работают там, в принципе, все равно там, да, есть налогообложение, регулирование, тоже они там не так быстро развивают, но все-таки быстрее, чем если бы остались в США. Нормально. Теперь что делают опять дальше американское правительство, там и Трамп в том числе? Теперь они говорят, что давайте мы введем пошлины, тарифы, еще ухудшим жизнь американцев, и в том числе той компании, которая выехала, значит, ну, в Китай, например. Потому что теперь они менее эффективно могут продавать свою продукцию, в том числе в США. То есть опять дополнительно, уже второй раз ухудшилось, значит, положение этой американской компании в Китае, ухудшилось обеспечение продуктами и услугами американцев. Это вторая волна ухудшения. Теперь Трамп говорит, вот мы ведем еще больше пошлин, теперь им совсем будет невыгодно, значит, продавать в США, им придется переехать. Ну, что получается? Да, они переедут, потому что так пошлины на них будут действовать.
Но что получается? Они переехали сначала из менее благоприятных условий в более благоприятные, а теперь вернулись в еще менее благоприятные условия, чем были даже раньше в США. То есть, да, теперь им получается легче продавать американцам продукцию, но само развитие компании замедлилось еще больше, когда оно переедет в США, чем оно было до их переезда. Опять же, расходы на перемещение компании и так далее, и так далее. То есть я о чем говорю, что все вот эти действия, любые действия правительства, государства ухудшают положение бизнеса и, соответственно, потребителей. Причем даже то действие, которое вот сейчас совершает Трамп, вроде бы на благо потребителей США, на благо бизнеса США и так далее, но это третий этап ухудшения жизни людей, если мы посмотрим вот в такой перспективе. Что дальше будет делать, если это получится, и компании перейдут в США, что дальше будет делать правительство США? Дальше нагнетать обстановку, обкладывать налогами, регулированием и так далее. Опять будет невыносимые условия. И окажется, что даже при таких огромных тарифах выгоднее работать будет там в Китае, или там в России, или в Канаде, или еще где-то. И компания будет опять перемещаться, опять будут затраты. Потом опять правительство США ухудшит, еще больше таможен, вообще запретит, например, импорт, да, этим компаниям придется опять возвращаться, но в еще более худшие условия, чем даже сейчас у них были бы. И таким образом любое действие правительства, государства приводит к тому, что ухудшает положение бизнеса, предпринимателей, и все это, естественно, ухудшает жизнь потребителей. Даже те действия, которые, вот если мы его отдельно рассматриваем, вроде бы оно положительное. То есть, оно не то, что совсем положительное, но можно какие-то элементы чего-то такого положительного в нем увидеть. Но если мы посмотрим всю картину целиком, мы увидим, что это очередное ухудшение жизни бизнеса, предпринимателей, потребителей в целом, очередной этап торможения роста уровня жизни людей. Вот таким образом можно смотреть на тарифы. Ну, а если мы посмотрим совсем на длительную перспективу, еще шире посмотрим, то тут уже мы без экономической теории не обойдемся, чтобы так широко посмотреть. А речь идет о чем? Что любое увеличение регулирования, любое увеличение налогов, и в том числе таможенных пошлин, это отвлечение ресурсов предприятия, которое оно могло бы направлять на создание нового капитала, накопление капитала, повышение производительности своих компаний, увеличение производства, соответственно, товаров и услуг, которые их было бы больше, они были бы дешевле. Но так как государство начинает в том числе вводить пошлины, регулирование и прочее, ресурсов для создания капитала у компании стает меньше. Поэтому и, соответственно, меньшая производительность, чем могла бы быть. Ну вот смотрите, сейчас есть какая-то производительность у американских компаний, у американской экономики. Значит, если мы посмотрим через, допустим, 20 лет, соответственно, будет накапливаться капитал, предприниматели будут инвестировать, накапливать капитал, расти производительность. Через 20 лет будет намного больше производиться товаров и услуг, они будут намного дешевле. Вот это такой рост уровня жизни людей мы будем наблюдать через 20 лет. Но сейчас Трамп ведет пошлины, это значит, накопление капитала у предпринимателей будет замедлено. Значит, если теперь мы посмотрим через 20 лет, уровень производительности будет меньше производиться товаров и услуг, уровень жизни людей будет меньше, чем он мог бы быть через 20 лет, если бы сегодня Трамп не ввел пошлины. Поэтому проще всего не анализировать, я говорю, любые действия государства, потому что любое действие государства, оно только может навредить. Ну, можно сказать, оно же, государство может что-то там отменить, значит, ослабить и так далее. Нет, не может. То есть даже если это случается, это в такой краткосрочном, значит, на небольшом промежутке времени, вот этот там спад регулирования или, значит, налогообложения, что через этот промежуток времени все равно все восстановится, причем будет еще сильнее давление на бизнес, на экономику, чем раньше. Я всегда в этом случае привожу Рейгана, там, тех же Тэтчер. То есть в начале своей каденции, когда только пришли там первые полгода, что-то там сократили, вот, а к концу их каденции не просто все восстановилось, уровень налогообложения, регулирования, а превысил тот уровень, который был до того, как они пришли, еще до них. Только так это может работать. Более того, даже вот это сокращение, которое, вроде бы было краткосрочно, на самом деле, если еще глубже проанализировать, его тоже нет.
Потому что если мы посмотрим, когда Рейган, значит, снизил какие-то там налоги, что-то там убрал из регулирования, и там можно нарисовать на графиках, что там был какой-то спад вот этого государственного давления, то если мы посмотрим чуть в сторону, мы увидим, что все это время государственный долг рос еще быстрее. А что такое государственный долг? Это то же самое давление на экономику, потому что это что такое? Ну, если у нас нет в этот момент снизились, допустим, налоги, то это значит что? Это значит государственные займы, это значит печать денег. А что это такое? Это то же самое налогообложение и лишение ресурсов бизнеса, частного бизнеса, предпринимателей. То есть даже в тот момент, когда снижались налоги и регулирование, на самом деле экономика продолжала тормозиться, и вот это торможение, это только все усиливалось. Поэтому государство не может ничего улучшить там, в бизнес-климате и так далее, потому что это его не задача. Не его задача. Его задача прийти на, значит, развитую экономику, которая производит много ресурсов, и, собственно, часть из этих ресурсов отнимать. И чем эффективнее государство их отнимает, для того, чтобы обеспечить, значит, хорошую жизнь топ-чиновников и топ-политиков, то тем оно эффективнее. Вот даже посмотрите, и не только украинских политиков, чиновников, понятно, политиков и чиновников любой страны. То есть какая основная, о чем они все время говорят каждый день бесперестанно, и больше ни о чем не говорят, это наполнение бюджета. А что такое наполнение бюджета? Это отъем денег у рыночной экономики, у людей и обеспечение себя, собственно, ресурсами, деньгами, которыми потом благополучно распоряжаются. Поэтому государство не может, то есть можно даже не вдаваться в подробности, ввел тариф, на какую товар или услугу, на какую величину повысил, против какой страны, это абсолютно не имеет значения. То есть любое решение государства только ухудшит жизнь людей, и прежде всего граждан той страны, правительства, которое принимает это решение. Вот такой, собственно, на это нужно ориентироваться. Это, знаете, как когда-то давно-давно еще начал там много лет назад заниматься экономикой. Ну и были тоже вот все вопросы, которые там задают нам сейчас там ваши подписчики. Ну, мы все ими задавались в начале изучения там экономики, человеческой деятельности, там теории государства, собственно, и пытались с ними разобраться. И в итоге, то есть действительно такие вопросы возникали, нужно было с ними разбираться. Но потом я понял, значит, очень простую вещь. То есть нужно просто понять, что рынок всегда все сделает лучше, любой товар, услугу предоставляет людям, а государство любое действие только ухудшает ситуацию. Когда ты принимаешь такую концепцию, сразу ты ее принять не можешь, то есть ты, конечно, должен поразбираться со всем этим, а потом видишь, что да, вроде бы все время так получается, какой бы ты вопрос ни исследовал, тогда принимаешь просто такую позицию, и когда принимается какое-то решение, ты уже знаешь, хорошо это или плохо, и можешь, собственно, сразу действовать в рамках этого своего решения, но потом уже спокойно разбираться еще раз с этим конкретным кейсом, и лишний раз просто убеждаешься, что да, ты действительно прав. Как минимум это не заставляет тебя, значит, притормозить какие-то свои решения, потому что ты не знаешь, как это на что повлияет. Нет, ты знаешь, действуешь уже в соответствии со своими таким пониманием, просто чтобы перестраховаться, да, разбираешься потом с конкретным кейсом, но, повторю, все равно убедишься, что это действительно так. Тут все равно продолжается у нас в Телеграм нашем канале тоже есть вопросы. Уже давайте закончим с американцами. Джей Ди Венс нашел еще одну причину в обосновании протекционизма их с Трампом администрации. Почему, мол, плохо международное разделение труда? Доступ к дешевой рабочей силе это препятствует инновациям. А вот обратно их поощряет. Хотелось бы услышать разбор-ответ мэтров на сказанное Венсом. Там можно сказать, что он сказал следующее, что географии, которые занимаются производством, стают очень хорошими в производстве. А дешевая рабочая сила в основе это есть костыль, и это костыль, который тормозит инновации. Вот такой вот великий экономист Венс нам выдал. Смотрите, инновации, развитие инноваций, создание инноваций, появление инноваций стимулирует только конкуренцию и больше ничего. Потому что если у тебя все хорошо, тебе ничего не угрожает, ты со всех сторон защищен, я имею в виду какой-то предприниматель, а зачем напрягаться? То есть любой человек всегда ищет, скажем,
не экономический термин, но тем не менее легких путей. То есть человек хочет улучшить свое состояние с наименьшими издержками. Поэтому если твое состояние улучшается и без каких-то заморочек, то человек никогда не будет заморачиваться. А если же есть опасность, что вот это твое благосостояние закончится, а это для предпринимателей такой угрозой является только конкуренция, то ему приходится заморачиваться, в том числе, значит, развивать инновации, и без этого никак. Если же мы говорим, значит, о дешевой рабочей силе, то наоборот, ну да, то есть компания, например, смотрите, компания переехала там в Китай, там, дешевая рабочая, ну сейчас уже не совсем это так, но тем не менее, когда переезжали, дешевая рабочая сила. Да, ну что значит дешевая рабочая сила? Хорошо, но для потребителей это все равно какая у вас рабочая сила. Для потребителей важен продукт. Если просто сделав рабочую силу дешевле, ты можешь, значит, снизить, например, цену на свои товары и услуги, и тем самым вроде бы как выигрывать конкуренцию, да, ты действительно это можешь. Но вопрос в том, а что будут делать твои конкуренты? У них два, значит, пути развития. Либо они тоже переезжают в Китай, и у них такая же рабочая сила, и опять та же самая конкуренция, и приходится заморачиваться с инновациями, чтобы выиграть в конкуренции. Либо они не переезжают в Китай, и тогда им еще, ну вот компания, переехавшая в Китай, является действительно угрозой, выигрывать конкуренцию, и им приходится заморачиваться для того, чтобы выиграть эту конкуренцию, несмотря на то, что у них более дорогая рабочая сила. Поэтому неважно, переехали компании в Китай, не переехали компании в Китай, или часть переехала, часть не переехала, если есть конкуренция, если она не запрещена, тогда инновации будут происходить. А вопрос-то в том, что когда, значит, вводятся таможенные пошлины, то конкуренция внутри страны ослабляется. То есть, наоборот, введение таможенных пошлин снижает конкуренцию, а это значит снижает те самые инновации. Ну, вот таким образом я бы ответил на этот вопрос. Еще какой-то аспект хотел осветить, но пока выпало что-то у меня из головы. Если вспомню, потом скажу. Ну ничего, мы вернемся еще к этому вопросу. Нам американские великие экономисты нам еще неоднократно дадут повод поговорить об экспериментах над экономикой в некогда со страной в относительно свободной экономике. Ну вот я вспомнил, кстати, там пару слов еще скажу. Дело в том, что инновации инновациями, это понятно, но прежде всего пошлины или вот такая борьба, значит, тарифная война, она разрушает разделение труда. Потому что вот представьте себе такую картину, вот земной шар, мир такой без границ. И возьмите какого-то человека, вот, себя возьмите, вы можете покупать что угодно, где угодно. Вот что вы будете покупать? В какой компании, значит, в каком конце мира будете заказывать какой-то товар или услугу, у той компании в том конце мира будете покупать такой товар, который максимально улучшит вашу жизнь, то есть избавит вас от максимального количества беспокойств или наиболее сильных беспокойств. То есть вы можете купить, значит, и тот же самый продукт, не знаю, там, ручку, например, и которая производится там в Киеве, а можете купить, которая там на Шри-Ланке, например, производится. Если ручка в Киеве по субъективным для вас, значит, по субъективному вашему решению лучше, чем Шри-Ланка, там, Канада или там Зимбабве, да, вы купите киевскую. Если же, наоборот, Зимбабве окажется для вас лично ручка по разным причинам более предпочтительна, вы купите ручку в Зимбабве, а не украинскую. И так, если рассмотрите все товары, не знаю, джинсы, ноутбуки, там, хлеб, мебель, все что угодно, вы будете покупать в этой ситуации с таким расчетом, чтобы максимально улучшить свою жизнь. Если мы возьмем компания то же самое, то есть будет закупать комплектующие, сырье, материалы в разных концах мира, света. Может быть, какая-то компания будет все покупать в своем квартале. Если то, что производится в его квартале, то, что надо, лучше, чем где-то еще. То есть смысл в том, что в этой ситуации эффективность компании и уровень жизни людей будет максимальным, исходя из существующих технологического развития всего мира.
Это наилучшая ситуация. Теперь представьте, та же самая ситуация, но значит, все-таки появились политические границы. И теперь человек, который покупал один продукт там, другой там, один в Киеве, один в Полтаве, другой там в Зимбабве, теперь продукт из Зимбабве для него станет дороже. И действительно теперь, значит, в соседнем киевском квартале ручка, ну, то есть у нее ничего не изменилось, но та теперь стала дороже, или дольше ее будут доставлять, или еще что-то. Теперь это стало предпочтительнее покупать здесь, в соседнем квартале, ручку. И да, вроде бы производителя защитили, то есть теперь у производителя покупается. Ну, человек-то стал жить хуже, потому что у него теперь и ручка хуже, значит, и штаны хуже, и мебель хуже, значит, и хлеб дороже, и так далее, и так далее. Да, он начнет от каких-то продуктов ему вообще придется отказаться, потому что здесь их просто нет рядом, значит, в границах, в рамках этих политических границ. Какие-то станут дороже, поэтому или там дольше доставлять, ему придется тоже отказаться. То есть его жизнь ухудшится. Если возьмем компанию, то же самое. Ей придет, если она покупала комплектующие, которые позволяли делать наиболее качественный, эффективный и дешевый продукт, соответственно, больше продавать и, соответственно, улучшать жизнь большего количества людей, то теперь ей станет выгоднее покупать менее эффективные. То есть если бы вот то, что в соседних городах или в соседних, значит, кварталах производится, было бы лучше, она бы и так покупала. Она и покупала какие-то вещи, которые рядом, потому что они лучше. А теперь придется от более эффективных комплектующих отказаться, покупать менее эффективные, и будет хуже качество товаров и услуг. А эти потребители, которые рядом, опять же, им придется этот уже еще дополнительно ухудшившиеся товары и услуги покупать. Они их и так не покупали, потому что те были лучше. А теперь те не покупают, а покупают эти, но которые еще стали хуже. Вот таким образом влияет снижение, углубление, разделение труда, влияет на них политические границы, ну, точнее, таможенные границы. Поэтому мы начали с чего? Мы начали с технологий, с инноваций. Только конкуренция может толкать и двигать инновации в этом смысле. И разделение труда, вернее, снижение разделения труда тоже снижает конкуренцию, получается. Если же нет таможенных пошлин, то разделение труда не снижается, повышается конкуренция, опять же двигаются инновации. То есть, если говорить коротко, потому что я что-то уже долго отвечаю на этот вопрос, таможенные пошлины не могут двигать инновации. Они либо никак на них не влияют, вернее, не могут они никак не влиять, они всегда снижают инновации. Ну, то, что вопрос с инновацией, про инновации задан, мне нравится. Почему? Потому что обычно про фундаментальную науку говорят, еще что-то. Но дело в том, что экономику, благосостояние людей, повышение благосостояния людей двигают именно инновации, а не наука. Потому что наука больше уже объясняет, а почему же инновация, которая придумана и работает, как же она так работает, что ж там, как это можно объяснить. Вот в целом чем занимается наука. Либо занимается, значит, попытка осознанием того, как устроен мир, причем эти знания никогда никак в большинстве своем использованы, ну, реально для повышения уровня жизни людей использованы тоже не могут. Инновации, да, но инновациями занимаются предприниматели, обычные люди, изобретатели, которые в большинстве своем мало связаны с наукой и вообще не заморачиваются с этим делом. Но, с другой стороны, нужно понимать, что инновации – это не просто изобретение, значит, или, ну, даже инновации иногда могут быть на основе там, каких-то научных знаний сделаны, но инновация – это то, что внедрено в производство, то, что массово производится. Потому что вот и в Советском Союзе, да и сейчас и в Украине, там, и вообще на территории бывшего СНГ, уже можно говорить бывшего СНГ, да, не бывшего Советского Союза даже, очень часто появляются какие-то вроде бы образцы, какие-то сногсшибательные какого-то продукта, вот, и все сразу, смотрите, вот могут же, можем же и так далее. Но дальше этого не идет. То есть это никогда не идет в серийное производство, это никогда не доходит до людей. Почему? Потому что это еще не инновация. Инновация – это то, что вы внедрили. Вот вы изобрели там вечную ручку, например. Никогда не заканчивается. Причем пишет действительно так, как обычная ручка. Вот, но вы ее сделали в одном экземпляре, и больше у вас не получается запустить ее в производство. Это не инновация. То есть оно никак жизнь людей не улучшает. Да, прочитаю где-то в заметках, значит,
в интернете на каком-то сайте, что изобретена такая ручка, но на этом все закончится. Жизнь людей это никак не улучшает. А вот для того, чтобы улучшила жизнь людей, эта ручка должна производиться в необходимых количествах для тех людей, которым она нужна. Более того, эти люди должны быть готовы платить за эту ручку те деньги, значит, по которым производитель может ее продавать. И если это есть, тогда это инновация. Если же это один экземпляр, то это не инновация. Если это вы даже запустили массовое производство, произвели миллион таких ручек, но никто их не покупает по той цене, по которой вы можете продать, то это тоже не инновации. Поэтому вот плюс автору вопроса к тому, что он все-таки задал вопрос про инновации, а не про фундаментальную науку. Следующий вопрос у нас тоже есть из вопросов в комментариях. Пример госрегулирования, который я не смог парировать в беседе с другом. Введение USB-C в качестве единого стандарта для зарядок. Это же очевидно хорошее решение, спущенное Евросовком в рынок. Очевидно хорошее даже для меня, не резидента Евросоюза. То есть да, телефоны и устройства не по зарядкам выбирают, но отрицать положительного эффекта даже на фоне разнотравья времен Nokia, Siemens и прочих я не могу. Есть идеи? Ну, что значит положительный эффект? Вот смотрите, когда мы говорим, вот опять же, я вернусь к своему примеру, который в каждом эфире фактически привожу. Один продает шоколадку, другой хочет купить шоколадку. Вот по какой цене ее нужно продавать или покупать? Когда они вдвоем встретились, по той цене, по которой договорились, их оба устраивает. Один с шоколадкой радуется жизни, второй с прибылью, у него работники с зарплатой, и предприятие развивается, производится шоколад или других, все в шоколаде. Что здесь государство может улучшить? Не буду повторяться, но я уже рассказывал, что кого бы оно здесь не стало защищать, покупателя или производителя, ситуация обеих сторон ухудшится. То есть шоколадок станет меньше, они или исчезнут, а потребители в большей своей степени значит, останутся без шоколадок. Вот что может сделать. То же самое с разъемом USB. Потому что, ну смотри, а что, собственно, здесь какой положительный момент? Вот спросите, значит, предприятия и там тысячи, может быть, десятки тысяч работников, которые производили переходники. Там, значит, с USB-C, например, на там Lightning или еще на что-то. Вот они остались без работы, их уволили. Спросите, это положительный элемент для них? Затем, значит, кто там, Apple, да, в основном, получается, принудили перейти на этот разъем. Ну, смотрите, для того, чтобы перейти на этот разъем, необходимо дополнительные затраты. Apple сделали этот затраты, и мы, возможно, не увидели какой-то технологии, которая могла бы появиться уже в этом году от Apple, новая, которая вообще была бы сногсшибательной, вообще в корне изменила нашу жизнь, как в свое время там, смартфоны или планшеты изменили жизнь. Но ее теперь не появится технологии, потому что им нужно было потратить деньги вот на это, переход на эту технологию. И да, она, скорее всего, появится, но появится через 10 лет, через 20 лет. Кто-то из нас даже не доживет, получается, до появления этой технологии. Кто от этого выиграл? Никто от этого не выиграл. Ну и так далее. Дело в том, что, ну, если говорить уже об этих там зарядках, смартфонах, то в чем заинтересован производитель? Ну, в частности, смартфонов. Чтобы больше людей покупали их смартфоны. Чтобы было значит, средства на развитие компании, чтобы выигрывать у конкурентов и так далее. Поэтому если Apple не переходил до какого-то времени на, значит, USB-C, ну, наверное, в этом у него были какие-то там причины для этого. То есть он точно не хотел проиграть в конкуренции. То есть все, значит, USB-C, все такие современные, все круто, а я буду, значит, значит, не буду там называть слова, ну, в общем, специально проиграю в конкуренции. Ну, вы в это верите? Нет. Ну, очевидно, у него были какие-то там грандиозные планы. Я уже не говорю, вот, смотрите, у нас сейчас нету в этих ноутбуках этих, как они там, CD-дисков, да, там, CD-приводов, например. А представьте, что в свое время, значит, Евросоюз принял бы, что в каждом диске, в каждом ноутбуке должен быть CD-привод.
чтобы не подключать внешние, видите ли, тут дополнительные расходы и так далее. Вот, и причем за ту же цену еще, за которую ноутбук продается, обязательно должен быть CD-привод. Ну, мы до сих пор с такими громоздкими ноутбуками сидели с CD-приводами, пока они там догадаются отменить. Потому что они же не могут производить без CD-приводов, потому что иначе, согласно законам, запрещено, значит, продавать в Евросоюзе такие. Вот что было. А что сделал, значит, Джобс? Он сказал, все, у нас будут без CD-приводов, не надо на них. Ну, причем было же возмущение со стороны общественности, как неудобно, вот во всех есть, а в Apple теперь нет, что делать. Ну, я не помню, какая там уже последовательность была, но смысл в этом. А оказалось, наоборот, они были на шаг впереди и так далее. Но это и масса можно посмотреть. То есть непонятно, где здесь плюс. То есть для кого-то плюс есть, но сразу мы видим, для кого минус. Там для работников, которым теперь не надо производить переходники, возможно, компании там закрылись даже. Там же быстро все в Китае это делается. Это раз. Во-вторых, то есть если бы был смысл перехода вообще на USB-C, то в итоге все равно все бы перешли на это дело. Но чего мы здесь не видим? Мы не видим, как я уже сказал, во-первых, а вдруг Apple разрабатывала какой-то супер, значит, разъем, да, он опять бы не сочетался с USB-C, например, вот, но он был какой-то там супер быстрый, значит, супер маленький, там, обладал какими-то дополнительными функциями, и вот мы его как раз и не увидим. Это раз. Во-вторых, это я сказал 10 лет, на самом деле не увидим еще долго. Почему? Да потому что, а зачем новый, значит, разъем для смартфонов придумать? В Европе определили, должен быть USB-C. Компания каждая знает, если она предложит какой-то другой разъем, она не сможет там продавать. Поэтому смысла даже более инновационные и эффективные разъемы, значит, ставить на смартфоны, вообще их разрабатывать, просто этот вопрос закрыт. Вот что сделало государство, это унификация. Повторю, если в этом есть смысл, переходе на один и тот же разъем на каком-то этапе историческом развития технологий, ну и перейдет, все перейдут к этому. Если же в итоге все не перейдут, значит в этом нет необходимости, а все перейдут потом на какой-то там USB-C 26 или там еще какой-то будет разъем. Значит, вообще там бесконтактный разъем, мало ли что там еще могли бы придумать. Это как такой хороший пример тоже с дорогами. Вот как только государство, значит, сколько там уже получается, почти, наверное, ну, можно сказать, 150 лет назад, значит, национализировала дороги, то все, мы видим, что транспорт у нас перемещается по дорогам. А кто сказал, что должны перемещаться по дорогам? То есть задача же у людей или желание переместиться из пункта А в пункт Б как можно быстрее, безопаснее там и так далее. Или переместить груз таким же образом из пункта А в пункт Б. Вот, собственно, задача. И если бы государство не занималось дорогами, а предприниматели решали задачу перемещения людей и грузов, то у нас вообще, возможно, дорог бы сейчас не было. А были бы какие-то инновационные средства перемещения, эффективнее, быстрее, безопаснее и так далее. Но раз государство сказало, нет, значит, перемещение по дорогам, и я только буду этим заниматься, вот мы имеем результат. То же самое с USB-C. Значит, будем сейчас 50 лет сидеть с USB-C. Почему? А потому что нет смысла что-то новое изобретать, и поэтому изобретать и не будут. Кроме того, деньги потратили, чтобы теперь переходить на этот самый USB-C. Поэтому, ну, это только ряд аргументов или объяснений, ну, можно еще тут со всех сторон, можно с точки зрения законов экономики и проксиологии, и чего угодно посмотреть, и всегда мы придем к тому же результату, что вмешательство государства ухудшает ситуацию, то, о чем я недавно говорил. То есть, значит, возьмите себе за правило, любое решение государства, любое действие государства ухудшает жизнь людей. Все. А потом, как я говорю, уже можете копаться, и примерно как я сейчас говорил, а где же, просто начнете искать, а кто же проиграл. И вы сразу увидите и производителей переходников, и разработчиков новых разъемов технологий и так далее, и так далее. Унификация, если унификация необходима, она эффективна, она приносит пользу людям и развитию предприятий, она появится. Возьмите интернет, там нет ни одного госстандарта. Но стандартов там огромное количество, я имею в виду в технологии интернет, в сетях интернет и так далее. Значит, в самих протоколах, в средствах коммуникациях, в оптоволокне и так далее. Там нет государственных стандартов, но стандарты там есть. Потому что если они нужны, предприниматели, бизнес к этим стандартам самостоятельно придут без всяких принуждений. А когда, опять же, если вот раз уже интернет вспомнил, там, где государство вмешивается в интернет, вот в Украине не вмешивалось, у нас самый быстрый, самый качественный, самый дешевый интернет. То есть лучше в мире интернета нет. А там, где государство вмешивается в интернет, там дешевый, с перебоями, дорогой, вот вам результат.
но зато стандартизировано. То есть государство определило, какие компании должны поставлять, сколько их должно быть, какая должна быть цена, ну и так далее. Вот, пожалуйста, по этим унификация государства, там сейчас везде плохой интернет. А у нас сейчас, ну, тоже государство начинает вмешиваться, но пока оно не вмешивалось, мы увидели, что и стандарты есть, и все, что... Причем вы должны понимать, когда я говорю о стандартах интернет, просто люди же не очень понимают, ну, думали, там, кабель им провели, там, здание, там, какая-то компания, у них там пару компьютеров стоит, вот у них интернет. Нет, это, ну, просто настолько грандиозная технологическая система, связывающая весь мир, то есть оптоволокно, компьютерные сети. То есть, ну, как это обычно происходит? То есть, например, компании-дистрибьюторы, которые поставляют интернет в Украину, то есть их задача проложить оптоволокно, арендовать оптоволокно, поставить там кучу коммуникационного там и прочего оборудования. Они покупают этот трафик, то есть они покупают, я покупаю там столько-то там гигабит трафика там в течение там года. Причем, значит, пользуются людьми или нет, то есть если там реальный трафик, значит, это уже никого не волнует, но предприниматель должен заплатить той компании, которая поставляет в Украине трафик. Таких, значит, каналов, которые заходят в Украину, и дистрибьюторов много, они конкурируют тоже с друг другом. Дальше идут уровень, значит, тех компаний, которые поставляют уже потребителям этот интернет, они покупают у этих дилеров и так далее. Там, что касается техники, там сложнейшее оборудование, телекоммуникационное, там, компьютерное, там, специализированный интернет. Там огромное количество инженеров работает, предпринимателей, значит, там огромные деньги, значит, оплачивается все это дело. И все это работает без вмешательства государства. То есть государство вообще там не знает, как это работает. Все, что государство, значит, вообще, что его интересует, это посмотреть, где же там, кто кому деньги платит и как бы с этого снять налоги. И когда речь идет о стандартизации, чего бы то ни было, то государство это делает не для того, чтобы получить жизнь людям, а для того, чтобы упростить контроль за захождением денег и, соответственно, со сбором налогов. А когда начинается больше налогов собирать, значит, у этих самых предпринимателей меньше остается ресурсов для того, чтобы развивать все эти технологии, и в том числе договариваться об унификации различных там протоколов, введения стандартов и так далее. Поэтому вот таким образом по поводу USB-C и не только. Ну, вообще, если вспомнить, то перед введением этого USB-C был это уже рынок естественным образом, что было всего два стандарта. Один для Android, второй для Apple. И всего было два шнура. Теперь я смотрю на свои шнуры, у меня теперь их 3. Потому что к ним еще прибавился USB-C. Ну, вот как-то так. Получилось гораздо хуже, чем думаю. Ну, ладно. Следующий вопрос из чата. Здравствуйте. Вопрос о свободном обществе. Допустимо ли изымать имущество за долги? В свободном обществе имеется. Да, ответ простой, конечно. То есть, если есть договор, там устный, письменный, и, ну, допустим, вы заплатили человеку за что-то, он вам не поставил товар и не собирается поставлять товар, да, он правонарушитель, и через суд, ну, вы можете ему напомнить, он вам должен вернуть, или по договору, в том числе с выплатой там, различных пений и так далее. Если он этого не делает, обращается в суд, суд его обязывает погасить свои долги, значит, возможно, будет какой-то договор там последовательной компенсации, ну, допустим, если у него сразу там всех необходимых ресурсов. Если вы, как сторона, которая требует этого, согласны, ну, заключите, он будет постепенно вам замещать. Если он откажется в свободном обществе от того, нет, значит, не хочу я ничему возвращать, компенсировать, то фактически он выводит себя за рамки права. Ну, потому что в рамках права все должны так действовать. Если он выводит себя за рамки права, значит, фактически он отказывается от того, что существует право частной собственности, а это значит, общество воспринимает так, что он считает, что у него нет частной собственности. А что значит у него нет частной собственности? Это значит, любой человек может забрать у него все, что угодно. Ну и в том числе вот этот самый человек или компания, которому он задолжал.
Поэтому просто можно силой это все отнимать, и вам за это ничего не будет, потому что этот человек не входит в рамки права, в рамках которой регулируется жизнь всех людей в этом обществе. Причем нужно сразу понимать, ну, что значит силой, да, если там он сильнее, или у него там есть охрана, а вы тут один, и как вы будете там изымать. Ну, во-первых, нужно понимать, что любой человек может изымать, а это значит, что вы можете обратиться там в какую-то компанию, там, охранную, значит, как они там, маршальскую, может, какая-то маршальская компания будет, значит, компания там судебных исполнителей, неважно, как они будут называться, они вам помогут там за определенную плату, за процент или еще за что-то, или в рамках страхового случая, если у вас есть контракт с страховой компанией, силой отнять это, значит, необходимое имущество у этого человека, который вам задолжал, или компании. Более того, тут, когда мы говорим, ну, вернее, когда люди говорят, ну, а вдруг не получится, вдруг кто-то окажется сильнее, вопрос-то в следующем, что он же не один такой, ну, он, получается, там какой-то бандит, разбойник, грабитель, значит, и так далее, специально, значит, мошенник, но он же не один такой, потому что, когда говорят, ну, вот в вашем либертарианском свободном обществе, что все люди прямо ангелы будут, нет, люди всегда одинаковые, и поэтому, как и в любом другом обществе, будет часть людей, которые склонны поживиться за чужой счет, то есть занимаются там преступлением, разбоем, мошенничеством и так далее. Так вот, вся прелесть такой правовой организации состоит в том, что эти люди, когда они этим занимаются, они рискуют как раз попасть под каток этой самой правовой системы, что их собственность теперь будет не их собственность, любой может забрать. А в этом случае, когда какой-то человек или компания объявлена вне рамок права, они, эти самые там разбойники, бандиты, грабители и мошенники, аферисты, могут без всякого риска забирать себе, значит, собственность этого человека, ресурсы этого человека. И они первые будут, которые слетятся и, собственно, заберут у него все. А это значит, что ему просто ни одному человеку, ни одной компании не выгодно поступать таким образом. Да, я должен, но отдавать ничего не буду. Просто сейчас это возможно, потому что если кто-то, значит, ну, кто-то, значит, должен вам, не знаю, там, $1000, что-то недопоставил, еще что-то, ну, пойдите, посудитесь, когда вы получите эти деньги. Да никогда не получите. А в рамках свободного общества, ну, просто никому в голову не придет заявлять, что я вам никогда не верну то, что должен, потому что он сразу останется там без трусов фактически. Хорошо, если жизнь сохранится, потому что когда мы говорим о частной собственности, то первым элементом частной собственности является тело человека, его жизнь, его здоровье. А когда он в рамках права, значит, не только с его там телевизором или автомобилем или квартирой могут делать все, что угодно и забирать себе, но и его тело, то есть фактически его могут убить, и никому ничего не будет. Поэтому, повторю, в рамках свободного общества должников будет меньше, и никто не будет, ну, не то что наглеть, ну, то есть сознательно, значит, никто не будет отказываться от долгов. Да, понятно, что люди попадают, значит, в тяжелые ситуации, там обещал и хотел выполнить, но не получилось, там с бизнесом не случилось, еще что-то. Ну, значит, будет просить как-то реструктуризировать долг, значит, выплатить позже, дольше, но больше, там и так далее. И если человек, которому он должен, соглашается, ну, значит, будет возвращать. Но, повторю, никто не будет отказываться просто нагло, что я не буду выплачивать. Ну, а короткий ответ, я начинал с этого, да, можно забирать имущество должника в счет уплаты долга и в счет уплаты всех расходов, которые, собственно, понадобились для того, чтобы этот долг изымать. В свободном обществе проблем не будет меньше, но решаться они будут гораздо быстрее. Где-то так. Да. Как вы относитесь к концепции панархизма? Спрашивают вас. Вылетело мне из головы в двух словах, что такое панархизм. Панархия – это политическая теория, которая в суспільних договорах нетериторіальних держав. Суть панархії полягає у вільному виборі громадянами будь-якої форми правління зі спектра доступних у певному конфедеративному політичному освіті. Ну, смотрите, ну, прямой ответ отрицательно, потому что я вижу здесь, ну, просто противоречие.
То есть если речь идет о том, что люди, значит, заключают какие-то договора, образуют какие-то, ну, условно говоря, политические там структуры или юрисдикции, они могут быть там территориальные или там, значит, внетерриториальные. Если это добровольно, пожалуйста. Ну, просто здесь, в том определении, которое вы прочитали, имеется в виду, что больше никак действовать нельзя. Ну, а если тот человек не хочет не вступать ни в какую юрисдикцию, он хочет пользоваться своей частной собственностью, все, то есть у него должно быть такое право. Поэтому, если нет никаких ограничений, можете и там коммунистическую коммуну себе организовывать, там, ну, все что угодно. В этом и прелесть свободного общества. Поэтому вот если буквально так, что есть только определенный перечень каких-то нормативных там, или возможных политических устройств, то это, ну, во-первых, уже не свободное общество. Просто, опять же, смотря как такие, ну, условно говоря, требования сложились. То есть если есть частные собственники каких-то территорий, то каждый собственник своей территории, на своей территории может установить любые правила. Там он действительно может ограничить, как люди могут, значит, пользоваться его собственностью и так далее. И так можно подумать, что, значит, гипотетически может сложиться такая ситуация, что вот разные частные собственники и на каждой их территории, значит, различные формы возможного, не различные, а определенная форма политического устройства, которую определил частный собственник. И вот мы видим вроде бы систему панархизма. Ну, я специально назвал это не теоретические ситуации, а гипотетические, потому что на самом деле в свободном обществе так не сложится. Потому что зачем частному собственнику эта самая собственность? Повышай свой уровень жизни. А это значит, необходимо как-то эту собственность использовать, то есть давать пользоваться своей частной собственностью другим людям. Ну, например, берем там торговый центр. Ну, понятно, что владелец торгового центра может там что угодно, какие правила установить. Но в реальной жизни установить такие правила, чтобы там хотели люди арендовать места под магазины, чтобы хотели люди приходить в эти магазины что-то покупать. Вот что реальная жизнь всегда покажет. Хотя гипотетически каждый, значит, собственник торгового центра может просто запретить людям заходить, в принципе, в свой торговый центр, или может, например, определить правило, что, значит, кто зайдет в торговый центр, выйти может через год только, например, да, вот, и то, значит, или быть его рабом это время. Ну, может он такое правило установить, да, но просто никто заходить не будет в этом случае. Поэтому гипотетически можно придумать все, что угодно, но если мы будем опираться на экономическую теорию, на науку человеческой деятельности, мы поймем, что такого в свободном обществе не будет. А повторю, если речь идет о добровольности, а в свободном обществе мы говорим только о добровольности, гипотетически и теоретически могут возникать различные союзы, различные формы взаимодействия людей. Я не исключаю, что может и кибуцы возникать, там и все что угодно. Но если кому-то, людям каким-то нравится так, пожалуйста. Вопрос в том, что в свободном обществе у них будет свободный выход из этого объединения. Потому что если будет не свободный выход, тогда мы получим то, что сейчас, когда нельзя выехать с территории Украины. И это уже не свободное общество. А, пожалуйста, захотел пожить в коммуне, пожалуйста, пожил, там, вложил туда какую-то свой, значит, взнос внес, еще там собственность передал. Ну, у тебя в договоре всегда есть, значит, условия выхода. Пожил, естественно, тебе там не понравится, потому что будешь жить там голым боссом, а вокруг те, кто живут не в коммунах, у них там все шикарно, у них уже там, значит, там 37-й там век, а даже не 21-й, а ты скатился в 19-й или там в 16 век. Понятно, что они захочется, и быстренько все оттуда выйдут. Поэтому вот так, если это панархия, то я таким образом к ней отношусь. Ну что ж, больше часа, час 16 мы проговорили, поэтому я думаю, нужно уже заканчивать. Спасибо большое, Михаил, спасибо, кто нам задавал вопросы. Всех, кто нас смотрел, кто еще не подписался, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Если вы не успели задать вопрос в чате, задавайте вопросы в комментариях. Как видите, мы на них тоже будем отвечать. Так что всем спасибо и до встречи с Михаилом. Ну, к сожалению, через не 2, а через 4 недели, потому что мне нужно будет уехать. Но, тем не менее, мы все равно встретимся в пятницу, ну, через 4 недели. Все, всем спасибо. Еще раз спасибо большое, Михаил. Спасибо, кто нас смотрел. И до встречи. А До свидания. вечером сегодня мы встречаемся с Сергеем Рачинским. Всем пока.